Закваску достали из холодильника и подкармливаем. 50 грамм обычной муки, 50 миллилитров обычной воды из-под крана холодная. Хорошенько перемешаем. Это очень важно, перемешать хорошо, тщательно вашу закваску. Оставляем закваску при комнатной температуре. Пусть она согревается и оживает. Наша чудесная закваска готова к работе. Берем 100 грамм этой закваски. Добавляем сюда 150 миллилитров молока. Молоко должно быть комнатной температуры. Убираем весы, они не нужны пока что. И перемешаем ложечкой или можно венчиком, чтобы закваска и молоко хорошо растворились друг в друге. Закваску накроем крышкой и ставим в холодильник до следующего раза. Посмотрите рецепт приготовления этой чудесной закваски на нашем канале. Я оставлю ссылку в описании под видео и также в правом верхнем углу. Приготовьте, эта закваска прослужит вам годами. Ненадолго убираем закваску с молоком. Подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится 3 яйца и 150 грамм сахара. И хорошенько взбиваем яйца с сахаром. Можно обычным ручным венчиком, а можно вот электрическим. Я предпочитаю использовать электрический миксер. Посмотрите, как хорошо яйца взбились. Маленькие детали очень влияют на качество вашего теста. Если вы хорошо взбили яйца с сахаром, то и тесто у вас получится намного лучше. Поэтому старайтесь, и у вас получится чудесное тесто. Добавляем сюда 100 грамм мягкого масла сливочного. И тоже вместе все это перемешаем миксером. Конечно, чем мягче ваше масло, тем легче будет все это перемешать до образования однородной массы. Затем добавляем примерно пол чайной ложки соли и ванилин. Еще раз напоследок все это миксером перемешаем. Мое масло было недостаточно мягкое, поэтому вот такие вот комочки маленькие, но ничего страшного. Если у вас будет возможность использовать очень мягкое масло, будет лучше ваша смесь выглядеть. Ну и так нормально. Теперь добавляем вот эту смесь к молоку с закваской. Отдельно мы приготовили жидкие ингредиенты, и затем эти жидкие ингредиенты мы смешаем с мукой. И все на этом. Осталось только замесить тесто. Здесь у нас 500 грамм муки высшего сорта. Мука обязательно должна быть просеяна для лучшего результата. Как вы видите, вся мука уже вмешана в тесто. Теперь осталось под конец добавить растительное масло. Я всегда использую свою ладошку для измерения количества. Обычно на полкилограмма одной ладошки бывает достаточно. Вот так вот. Или примерно, я могу сказать, это 2 столовые ложки. Вместе с растительным маслом и еще раз поработаем с тестом. Тесто на дрожжах, а закваска это тоже дрожжи, только натуральные. Очень любят, когда его разминают, играют с этим тестом. И за это вы получите чудесное тесто. Тесто отблагодарит вас хорошим качеством, хорошим результатом. Теперь почистите вот так края, чтобы более красиво это выглядело, более опрятно, чтобы это выглядело. Посмотрите, какое чудесное тесто у нас получилось. А какие вкусные пончики, какие вкусные булочки будут из нее. Вы будете очень довольны, я вам гарантирую. Накрываем тесто пленкой
и оставляем при комнатной температуре. В зависимости от температуры в вашей комнате тесто может подняться быстрее или медленнее. Нам нужно дождаться, пока тесто увеличится в размере примерно в 2 раза. Итак, ждем. Прошло около 6 часов, и посмотрите теперь на наше тесто. Оно поднялось достаточно хорошо, но все-таки запомните, пожалуйста, что на закваске тесто будет подниматься не так хорошо, как на магазинных дрожжах. И также очень влияет на состояние теста температура воздуха в комнате, где находится это тесто. Что мы сейчас делаем? Мы будем вытягивать это тесто. Смотрите. Складываем. С другой стороны тоже вот так вытянули, насколько возможно. Сложили. Следующую сторону берем. Примерно 4-6 вот таких растягиваний, вытягиваний мы сделаем. Это вот 4-е вот такое вытягивание. Вот так вот. 5-е и 6-е. Итак, ставим это тесто в холодильник на сутки, на 2, на 3, насколько вы хотите. И можете готовить каждый день. День булочки, день пончики и так далее. То есть наслаждайтесь этим чудесным, восхитительным тестом. Вы будете очень довольны. Обязательно попробуйте, приготовьте и напишите мне в комментариях, как вам понравилось это тесто. И не забывайте подписываться, пожалуйста, на наш канал.